Hello guys! Сегодня мы хотим вам показать первое наше видео, которое мы решили снять в школе английского English. Мы решили для вас сделать еще небольшие видосики на YouTube. Мы будем выкладывать разные видео, которые будут помогать вам изучать английский. Первое видео будет про кембриджские экзамены. Что мы хотим узнать? Мы хотим получить ваш фидбэк, чтобы вы сказали нам, что вам понравилось, что вам не понравилось. В целом, наша задача рассказать вам интересную тематику для вашего изучения. Ну, в принципе, наверное, не только, мы еще что-то будем показывать дополнительно. Первое видео «Школа английского English. Let's go! Сегодня мы вам хотим рассказать про такую тему, как кембриджские экзамены. Наш преподаватель Надя, как специалист этой темы, мы решили обсудить эту тему для вас и рассказать как бы уже, скажем, от первого лица все, как происходит. Итак, Надя, все-таки, что такое кембриджские экзамены? Кембриджские экзамены – это экзамены, которые можно сдать для того, чтобы получить официальную сертификацию по вашему уровню английского языка. Супер, то есть, получается, есть Кембридж, есть TOEFL, есть IELTS, правильно, все это есть. Чем они отличаются, что это вообще такое? Ну, на самом деле они очень похожи между собой. TOEFL и IELTS похожи между собой тем, что, ну, в принципе, можно не знать свой уровень английского, но вы приходите туда, пишете, и тогда, в зависимости от тех баллов, которые вот вы заработаете, то тогда вы получаете сертификат, и когда вы уже будете поступать куда-то или подавать документы, то тогда, ну, если вот количество баллов, которые вы заработали, хватает, то, ну, все хорошо. А если Кембридж будете сдавать, то тогда уже нужно, знать свой уровень и его защищать. То есть, в принципе, все эти экзамены, они как бы сдаются для того, чтобы поехать куда-то на обучение или для чего-то еще? Ну да, в основном для поступления в университет куда-нибудь, можно для того, чтобы устроиться куда-то на работу, еще кто-то для ПМЖ себе сертификат делать, но так в основном для учебы. А какое лучше, например, там, все-таки лучше Кембридж, TOEFL или IELTS, или как оно? Мне кажется, просто обычно из того, что я когда-то видел, то больше все-таки как бы требует, наверное, TOEFL или IELTS. Кембридж я реже видел. Почему оно так, и все-таки что лучше выбрать? Ну, больше TOEFL и IELTS, потому что, у каждого из них они более требуются вот в разных странах. Там, по-моему, IELTS больше в Британии, а TOEFL более, начиная с Америки, более распространен по Европе. Кембридж, он универсален. Еще когда вот вы защищаете и получаете сертификат, тогда кембриджский он на всю жизнь действителен, а IELTS и TOEFL там 2-3 года, не на очень много, потому что вы должны его защищать. Поэтому, наверное, чтобы никто не филонил и не получил там высокий сертификат, а потом забыл язык, они заставляют людей пересдавать. В принципе, Кембридж везде принимается. То есть, получается, если ты сдаешь Кембридж, то и ты, например, идешь на определенные уровни, да, их есть несколько, насколько я знаю, какие они есть? В Кембридже сдают на 6 уровней. Там есть 3 буквы А, Б, С, и у каждого по 2. А1, А2, Б1, Б2. Ага, то есть ты себе выбираешь правильно уровень, который ты считаешь, как у тебя есть, и идешь его сдавать. И если вдруг, например, ты не сдаешь на этот уровень, ты как бы ничего не получаешь, ты просто тратишь какую-то сумму денег и идешь домой дальше учить, правильно понимаю? Вот зависит от того, как вы написали, и тоже очень зависит от центра. Я слышала то, что не во всех так делают. Если вот, допустим, вы взяли уровень и очень-очень хорошо написали, тогда могут дать уровень повыше. Все-таки расскажи, как это все проходит для ребят, которые посмотрят, из чего он состоит, чего ждать, к чему больше готовиться, например, чего может меньше бояться. Давай по очереди все-таки. Как это все проходит, какие этапы там есть, что это такое? Там есть 4 части. Есть use of English, writing, speaking и listening. Экзамены сами по себе не отличаются по уровням, они, только просто уровень сложности, а так задания, в принципе, одни и те же, повторяются. Везде 4 вот эти части, примерно одна и та же. Первая это получается use of English. Да. Вторая это... Дальше это writing. И что там? Там обычно дают 2 текста, которые нужно написать. Там, зависит от уровня. Я писала, нужно было украинскую книжку или что-то такое рассказать.
пересказать на английском? Да, и какая-то еще тема. Ну, разные бывает. Я думаю, в ранних уровнях там вы напишите письмо своему другу или что-то такое похоже. Ну, такие простые. Окей, что дальше? Дальше speaking. Speaking тоже, ну, он самый короткий экзамен, но там... Это с кем-то, да, ты общаешься? Да, там 2 или 3 человека, с которыми ты общаешься, ну, которые слушают, и еще хотя бы один человек, с которым, ну, ты сдаешь этот экзамен, вы сидите перед кем-то, и там они там показывают картинки, и нужно как-то из этого выкручиваться, им что-то говорить. И последний, какой четвертый? И последний это listening. Это включает аудирование, и тогда сидите и выслушиваете то, что они рассказывают. Сложно, но это, наверное, самое сложное, мне кажется. То есть самое сложное у тебя было именно listening, правильно? Да. Окей, например, ну хорошо, ты, например, готовилась на пару дней, как бы сколько нужно готовиться смертным, да, для того, чтобы сдать этот экзамен, ну, как бы, как адекватно оценивать свои силы, как понять, в чем твои слабые стороны, как подтягивать, наверное, отдельно свои слабые стороны. Ну, как бы, если есть какие-то определенные, не знаю, сайты для подготовки, мы как бы их выложим, да, которые ты поделишься с ними, но, возможно, есть какие-то еще, например, там, уловки в плане аудирования, там, или спикинга, да, как их лучше потянуть для того, чтобы быть готовым к этому экзамену. Мне кажется, чтобы идеально подготовиться, нужно хотя бы 2 недели, хорошее количество материала нужно проходить. Мне кажется, вот самый основной материал, который я использовала, это сайт JoeFlow, как так он называется. Там они дают примеры заданий, которые будут в экзамене, они еще вот выполняют задания, и они сразу говорят, правильно или нет. И вот сразу так можно себя проверять, что ты знаешь и что не знаешь. Очень сильно помогло. И по аудированию я нашла аудио в YouTube, и вот это слушала, тоже нашла книжку по Кембриджу, где есть еще эти задания. По-моему, это были старые задания с каких-то предыдущих экзаменов, может быть, я уже не помню. Окей, сколько это стоило год назад? Сейчас цена не особо поменялась или поменялась, не знаю. Ну, вот я когда сдавала, по-моему, я за 3500 его сдавала. Сейчас, ну, вот зависит тоже от уровня. Самый высокий уровень, это CPE, ну, до 4000. Точно цену я уже не знаю, не помню, но вот до 4000 точно можно сдать его. И ты, получается, сдала и сразу получила какой-то диплом или там еще какое-то время проходила после этого? Я сдала, потом, по-моему, в течение 1 или 2 недель мне сообщили результат, и потом где-то месяц я ждала, пока мне с Британии пришлют сертификат. У нас скоро стартует курс, который будет вести Надя. То есть, если есть люди из Харькова, которые хотят тоже походить на этот курс, спрашивайте, звоните, все подскажем. Как минимум, если даже не захотите, просто подскажем, как его лучше сдавать. И, в принципе, будем ждать вас, если что. Если вам понравилось видео, было для вас интересно, пишите в комментариях, ставьте лайки. Не знаю, как это правильно делается, но в целом вот так вот. С вами были Игорь и Надя. Увидимся скоро. До новых встреч. Have fun. Bye-bye.